будет для Трампа просто личным оскорблением, если S&P не вырастет в 2025 году. Почему мы опять обсуждаем второе дно в подарок? Что в ответ на эти тарифы ведут страны-контрагенты США, Китай, Евросоюз, ну и ближайшие соседи, 51-й штат США, Канада и Мексика. Если у вас портфель красный, то не расстраивайтесь, потому что ведущие умы, инвестиционные, самые крутые, там, физмат, тех, кванты в Америке в минусе. Нас ждет, в общем-то, не самое хорошее будущее, особенно для держателей госдолга США. Всем доброе инвест-утро. Сегодня 14 марта 2025. И мы обсудим свежие тарифы от Трампа, потому что у нас теперь они каждую неделю свежие, мы можем каждую неделю обсуждать тарифы от Трампа. Спасибо ему за такую находчивость. И последствия для бизнеса и рынка, что происходит. Мы обсудим, почему так упали Tesla, Nvidia и Nebius, какие у них причины для этого падения могут быть и какие перспективы, что самое главное, для инвестиций в эти компании. И мы можем немножечко затронуть сезонность. То есть когда и как часто бывают падения на 5, 10, 15 и больше процентов. Но начать я хотела бы, поскольку мы от тарифов, с такой новости, что после того, как Канада в рамках антитарифных войн вводит ограничения на импорт PDF и фотошопных файлов, компания Adobe упала на 15%. Мне кажется, это самое практически главное. А если серьезно, то вот эти слайды, где все знаете, когда квадратики, и все красное, может быть, где-то немножко зеленое, но все красное. Там Microsoft минус 10%, Nvidia минус 15%, Amazon минус 13%, Apple минус 16%, я чуть округляю. И прочее, прочее. И когда на это смотрят республиканцы, они говорят, если рынок растет, то они, Трамп красавчик. Если рынок падает, что, Трамп фиксирует все, что сделал Байден, поэтому это вот Байден виноват. Станислав, скажи, пожалуйста, что такого свежего нам принесла эта неделя? Почему мы опять обсуждаем второе дно в подарок? И чем грозят эти новые тарифы? Да, ты знаешь, мне эта ситуация напоминает анекдот, как когда выходят новости о том, что эксперты снова заняты пересмотром ситуации в экономике, дают прогнозы по будущему миропорядку, поскольку Трамп заявил о новых тарифах, и из-за того, что эксперты заняты, теперь в российских школах снизилась посещаемость. В общем, к чему я? К тому, что вирусологи после переквалификации в военных экспертов сейчас спешно переквалифицировались в экономисты, макроэкономисты и бюджетоводы. Что у нас поменялось за прошедшие недели? Да? Мы увидели введение новых тарифов, мы увидели уменьшение несколько, да, но не полностью исчезновение тарифов по Китаю. В целом, я напомню, по Канаде тариф вводится 25% на то, что не касается энергетики, 10% на энергетику и на калий. По Мексике 25%, по Китаю изначально было 20%, теперь 10% на объемы в 430 миллиардов долларов. Ну и также вводятся тарифы на Европейский Союз и по отдельным продуктовым группам. Сталь, алюминий, автомобили по 25%, медь. Также, самое главное, нам неизвестно, сколько комиссия Трампа насчитает так называемых reciprocals тарифов, то есть ответных тарифов. Это, условно говоря, они до августа взяли время на то, чтобы оценить и подумать, как плохо относятся к американским производителям за рубежом, посмотреть все тарифы, которые применяются к американской продукции, и, соответственно, ввести так называемые ответные тарифы. И также мы не знаем, как среагирует Евросоюз, как среагируют остальные страны, да, на введение этих тарифов. Наверное, это второе. И третье, это, конечно, индикатор GDP Now. Я напомню, это такой индикатор, который позволяет без человеческого суждения с помощью анализа конкретных показателей в производстве, в уровне инфляции и так далее, предсказывать то, каким образом сейчас меняется ВВП в Соединенных Штатах Америки. Это индикатор, который придумало подразделение ФРС в Атланте. В общем-то, они это публикуют на еженедельной основе. И сейчас этот индикатор показывает, что американская экономика на данный момент находится в состоянии минус 2,4% в первом квартале.
Вот. И неделю назад этот показатель был даже еще ниже, минус 2,8%. То есть рынок увидел, что американская экономика упала в рецессию согласно вот этому индикатору GDP Now. Вот. И это еще одна новость, которая, безусловно, давит на рынки. Ну и в целом, конечно, есть неопределенность, прежде всего, с точки зрения бизнеса. Да? То есть что еще ведет Трамп? И что в ответ на эти тарифы ведут страны-контрагенты США, естественно, прежде всего США, прежде всего Китай, Евросоюз, ну и ближайшие соседи, 51-й штат США, Канада и Мексика. Да, мне кажется, что он как минимум удивился, что вообще кто-то, знаете, как в этом детском стихотворении знает, моська сильна, росла на слона. Что же у них такого сильного, что они могут себе позволить? Я бы хотела отметить еще, что за это время Magnificent Seven превратилась в Magnificent Seven, их теперь называют. Backholders – это такой термин в сленге в английском, который обозначает, ну, знаете, как у нас есть поговорка, что если ты неудавшийся спекулянт, долгосрочный инвестор. Вот здесь то же самое. Потому что все, кто ставили на кратный рост быстро, они сейчас, по сути, застряли и вообще не понимают. То есть там Google на, по-моему, десятилетних минимумах по оценке сейчас торгуется. Еще ряд компаний на каких-то таких минимумах за 5-10 лет именно по оценке, не по цене, да? Но абсолютно, то есть больше всего на свете рынки не любят непредсказуемость. Это вот когда ты просыпаешься так вот и начинаешь смотреть, если я просто при себе говорю, если я вижу, что у меня начинает скакивать Трамп, я понимаю, что вот это уже будет сразу не скучно. Хотя, помимо этого, да, сейчас, казалось бы, вышел более мягкий CPI, это инфляционное ожидание, меньше, чем ожидались. То есть это такая некая ложка меда могла бы быть. Да? Можно взять сезонность. Carson Investment делает сезонность, и они вот построили график. Кто-то его может, конечно, назвать chart crime, хотя все что угодно можно так назвать. И они посмотрели, что в среднем рынки приземлялись на дно около 12 марта. На локальное дно, не на общее, на локальное. Да? И вот это, казалось бы, уже один из тезисов, под которым они говорят, что ну вот сейчас все, да. Давай, кстати, озвучим результаты. Вот мы же озвучим результаты ежемесячно, да, вот что происходит с активами. И вот интересно, по-моему, мы ни разу не озвучивали результаты на середину месяца, да, вот получается, закрытие торгов вчера, да, на 13 марта. Вот. Это интересно, я, конечно, не буду там все 60 активов, которые мы анализируем, да, озвучивать. Но вот просто скажу, да. Я угадаю, золото-серебро. Подожди, ты это немножко. давай сначала начнем с минусов, а закончим на позитивной ноте. Значит, Давай. хотя для кого-то минусы – это плюсы, потому что есть возможность купить со скидкой. Итак, значит, S&P, я напомню, всего 2 недели назад был в плюсе, сейчас это уже минус почти 6%. Triple Q, то есть NASDAQ упал на почти 8,5% с начала года. Вот, это тоже отличный, в кавычках, результат. А Russell 2000, это индекс компаний малой капитализации США, упал на 10%. На 10% с начала года. И я напомню, что и в прошлом году у него был, мягко говоря, тяжелый год. Вот. При этом, что интересно, да, Европа по-прежнему остается в плюсе, да, там 14,5%. И вот если сравнить, наверное, динамику Европы вот с начала марта, то, как ни странно, это плюс 2%. Ну вот, это очень интересно. То есть такое ощущение, что все так переживают за американскую экономику, как будто тарифы вводятся на американскую продукцию, а не на европейскую и китайскую. То же самое с Китаем. Да, индекс крупных компаний китайского рынка в плюсе на 20% с начала года. И, получается, за последние 2 недели он еще подрос почти на 4%. Вот. Это очень интересно. Это такое перетекание денег из США в Европу и в Китай. И в каком смысле, возможно, что стоит задуматься, может быть, для части инвесторов изменился тезис. Дескать, вот раньше мы зарабатывали там в Китае или в Европе, а деньги вкладывали в самые продвинутые и самые мощные компании, которые существуют на мировом рынке, а именно в основном, конечно, это прежде всего американские акции. И сейчас мы видим совершенно обратную ситуацию. А вот, как ты, Саша, справедливо отметила, золото и, если не ошибаюсь, серебро подскочили за март на 4,5% и на 8,5% соответственно. Это на фоне того, что так называемое цифровое золото
упала, ну, я про биткоин, упал на 4%, да, а эфир упал еще на 16%, и теперь эфир с начала года минус 44%, и даже биткоин, куда, в общем-то, пошли основные потоки ликвидности, до сих пор минус 13%, да, и с начала года. И Solana минус 53% с начала года. Вот это, на мой взгляд, довольно интересно. Я не буду дальше вдаваться в подробности. Наверное, скажу только про гособлигации США. Да, это вот на вопрос, ответ на вопрос, куда пошли деньги. Деньги пошли куда угодно, но только не в длинные гособлигации США. Вот. Минус 1,66% по длинным облигациям США. Да, они находятся в плюсе, если не ошибаюсь, там порядка плюс, наверное, 4%, да, сначала, да, ровно 4% с начала года, но тем не менее мы видим, что, видимо, из-за опасения роста инфляции деньги ушли в золото и в серебро, ну или в кэш. Мне кажется, это вообще был хитрый план Бессента. Он говорит, сейчас я к чертовой бабушке просто устрою пожар вам на фондовом рынке, чтобы вы все пошли в трежери, и мы смогли бы, потому что в этом году нужно роллировать, то есть перекредитовывать, перекладывать часть долга, часть долговой нагрузки. И от того, какая будет ставка, соответственно, зависит то, какой будет дальше уплачиваться процент по этой долговой нагрузке. И, конечно, в этом плане было бы удобно, что называется, добровольно-принудительно отправить на картошку, то есть на трежерис всех инвесторов, чтобы снизить доходности, чтобы они их купили, и можно было на этих доходностях, либо ниже уже, соответственно, дальше переложиться. Потому что остальные показатели, ну, сегодня еще выйдет, да, когда там в 10 по Нью-Йорку, новые, то есть пока, ну, показывают немножечко смягчение, то есть можно было бы срезать немножко и ставку, ну, вот вопрос тарифов и вопрос, конечно, доверия, и вопрос, ты вот поднял важный тезис, обозначил про гегемонию Америки, американский вот этот вот как его по-русски назвать-то, выдающие способности на фондовом рынке. Да, то есть как будто бы один из тезисов мы говорили, что, возможно, будет еще больше этой глобализации, возможно, вкладывать в более широкие рынки, в мировой рынок, ну, в Акви и подобные. Но пока вот оно так и идет. Что ж, я бы еще хотела сказать, что, в принципе, коррекция в S&P 500, то есть вообще коррекция в S&P 500, как вот в широком индексе, это естественная часть цикла. И, например, если смотреть с 1950 года по сегодняшний день, то получится, что вот Ердени говорит, ну, Ердени с 80-го, а Кресмонт я брала раньше, то есть коррекция на 5% и больше, она случается примерно, я сразу ключевые выводы скажу, 3 раза в год. И длительность такой коррекции, если можно ее назвать, да, просадки, она составляет 1-2 месяца. Ну, то есть это максимально такое естественное охлаждение, не знаю, как двигателя в машине, как рынка, да. Помимо этого, 10%, на 10% коррекции, здесь уже я брала Ердени, Кресмонт и Шваб, общая средняя длительность составляет около 6 месяцев, ну, иногда 9, да, если там отдельные брать. И она случается в среднем раз в 1,5-2 года. А 20% случается каждые 5-6 лет и может полное восстановление до 2 лет составлять. К чему я все это говорю? Что если инвестор идет all-in, какой-то один актив, даже если это S&P 500, если он прочитал все возможные книжки, где написано «покупай каждый месяц S&P 500 и будет тебе счастье», но при этом он не готов увидеть эту цифру, то, возможно, ему стоит иметь какие-то другие активы, более спокойные, чтобы как-то успокаивать нервы, или удалить торговые приложения, то есть только докупать. И второй момент, который мне бы хотелось сказать, что я, например, слежу за несколькими портфелями, тоже по подписке, и один из них, он у достаточно агрессивного инвестора, он просел сейчас вот с начала года на $1 200 000. И при этом, то есть парень достаточно спокойный, единственное, чем он разочарован, это тем, что у него почти 1 000 000 в трежерис, в длинных. И он, конечно, хотел бы, чтобы они большим защитным инструментом выступали, чем 4% текущие. Но уж как есть. А еще хотела бы поздравить, раз уж мы говорим об активах, всех причастных с праздником. Индекс small cap'ов, если брать value часть, он в среднем принес аннулизированно 5% за последние годы. Это, конечно, немножечко грустно, и, наверное, здесь нужно что-то поправить. Наверное, поэтому Трамп и делает то, что он делает. Я слышала уже несколько достаточно... Да, Станислав, секунду. Я слышала уже несколько достаточно интересных предложений, в частности, убрать налоги для граждан
и резидентов, у кого доход меньше 150 тысяч, внедрить, как там у их дедов было, просто налоги, ну, по сути, как импортные пошлины, убрать все внутренние, да, и как импортные пошлины. И еще несколько механизмов того, как у меня в голове крутится только одно. То есть это такое некое импортозамещение, то, что они пытаются сделать. Вот если все это упростить, это же импортозамещение, да? Мы хотим стимулировать, чтобы у нас производили какие-то вещи, которые производят в другом месте. Но для этого нужны, соответственно, ниже ставки, меньше бюрократии, меньше, вероятно, налоги и меньше конкуренции. Скажи, пожалуйста, вот ты сказал, насколько падает рынок? 50, 20, 10? 5. Да, 5. Скажи, пожалуйста, а мы сейчас в каком периоде? Но если брать от начала года, то мы еще не дошли до 10. То есть все вот эти заголовки, страшилки, они берут от локального пика, ближайшего от послевыборного. А если брать с начала года, то S&P, он там сколько? Ну, мы с тобой пока договорим, выпуск выйдет, это может уже измениться как в меньшую сторону, так и в больше, но около 7, допустим, он с начала года в минусе. Это все равно цифра, которая в рамках, если брать исследование, то она в рамках вот между 5 и 10, то есть то, что случается от раза в год до раза там, в 2 года регулярно. А другой вопрос, что, конечно, если все эти тарифы, если все эти ограничения действительно рассмотреть не как переговорную тактику, да, что, значит, вы идете мне навстречу, вы где-то выполняете мои, ну, то есть вот во всем он так вот пытается прогибать своих оппонентов, а как новое будущее постоянное, то, конечно, у рынка есть потенциал падения намного сильнее. Станислав, добавишь? Да, а давайте мы посмотрим не на нарративы, которые есть вот в СМИ, а на более-менее экономическую реальность. У нас в том числе есть хорошая возможность посмотреть, к чему привели прошлые тарифы, да, которые, в общем-то, действуют до сих пор. Я напомню, что администрация Байдена их не просто не отменила, а еще добавила там на несколько десятков миллиардов товаров дополнительный тариф. Так вот, там общее влияние было по разным оценкам от 0,2 до 0,4% ВВП, но не ежегодно, а единоразового падения. Вот. Также это немного уменьшило количество мест и увеличило тарифные доходы бюджета. Вот. Если говорить о тех тарифах, которые вводятся Трампом сейчас, и без учета того, какие могут быть ответные тарифы, да, то есть мы смотрим, так сказать, на текущую реальность и исходим из того, что эта ситуация сохранится, то есть тариф не будет пересматриваться. Естественно, это очень непростая ситуация для моделирования, но тем не менее в разных экономических оценках мы видим примерно единоразовое падение 0,3-0,4% ВВП. Вот, и может быть вот тот самый индикатор GDP Now, он как раз показывает вот это единоразовое, да, снижение ВВП. А также рост цен и безработицы остается под вопросом, потому что влияние, скорее всего, будет, но оно будет носить довольно такой характер, скорее всего, погрешности. Да? Ну, вот в прошлый раз, когда Трамп, скажем так, ввел тарифные войны с Китаем, это было примерно минус 150 тысяч рабочих мест. То есть это в рамках математической погрешности. Что, на мой взгляд, является действительно интересным влиянием, это перенос производства внутрь США. Это то, что мы уже наблюдаем сейчас. Мы видели знаменитую конференцию с генеральным директором TSMC, вот, которому предложили вложить в США 100 миллиардов долларов в производство, ну, или получить снижение выручки, да, примерно на 60%. И загадка, что он выбрал. Вот. И это не просто какое-то, да, производство, это прежде всего высокотехнологичное производство с высокой добавленной стоимостью и с высоким уровнем автоматизации, что, скорее всего, будет, безусловно, плюсом для скорости инноваций. И еще один важный момент – это влияние на доходы бюджета. Я напомню, что в США бюджетный дефицит, и он колоссальный, если не ошибаюсь, сколько? 3 триллиона долларов. Да? И если мы его не уменьшим по рецептам и по заветам Рэя Далио, то нас ждет, в общем-то, не самое хорошее будущее, особенно для держателей госдолга США. Почему? Потому что проценты по обслуживанию госдолга США уже сравнялись с расходами США на военно-промышленный комплекс. Это примерно 14% всех расходов бюджета США. Так вот, какие ожидания есть от введения тарифов? Дополнительная выручка в размере примерно 120 миллиардов долларов на этот год и 1,3 триллиона долларов в следующие 10 лет. На мой взгляд, это довольно существенная прибавка.
к сокращению платежного дефицита. Прошу прощения, к сокращению бюджетного дефицита. И, конечно, тоже, скорее всего, как-то это повлияет на платежный баланс. Вот. Хотя забавно, что в прошлый раз введение тарифов не уменьшило вот этот дефицит платежного баланса, когда Америка на 700 миллиардов больше потребляла, да, из внешнего мира, чем экспортировала. Так вот, после тарифов Трампа в 2020 году вот этот дефицит платежного баланса, он стал рекордным, 690 миллиардов долларов. Вот это забавная вещь. И действительно, как, если не ошибаюсь, сказали в одном из think tank, Tax Foundation, Америка – это не единственный рынок для мировых производителей. Да? Если мы видим высокие тарифы на определенные группы товаров, то производители экспортеры будут ориентироваться в большей степени на другие рынки и просто сокращать экспорт на рынок США и вводить ответные тарифные меры. И последний, на мой взгляд, повод для рынка скорректироваться, как это последний и самый важный, но это же скучно, расти. Да? То есть нужно как-то перераспределить собственность, нужно порезать тех, кто заходил с рекордными плечами. Да? А плечи были на начало года рекордные только по уровню наличности на счетах брокеров. Маржинальное кредитование почти под $1 триллион было. Это не считая деривативов, не считая CFD, не считая сделок за пределами фондового рынка. Вот. И это плечо сокращается, естественно. Когда происходит падение происходит всегда быстрее, чем рост. У меня есть такой вопрос. Саша, как ты думаешь, кто пострадает больше в случае, если эти тарифы, скажем так, останутся с нами надолго, а прошлые тарифы остались с нами надолго, да? Кто пострадает и кто страдает сейчас и почему? Ну, как ни удивительно, но сейчас больше всех страдают, мне кажется, те, кто инвестировали в крипту с плечами, потому что ценность почки на рынке крипты все меньше и меньше сейчас становится, потому что слишком много этих почек сейчас предлагают на продажу. Поэтому вот это, мне кажется, это главный пострадавший. А помимо этого, можно посмотреть, что самый большой товарооборот исторический и сальдо торгового баланса с Китаем. Соответственно, может ли Китай поставлять больше своего товара на другие рынки? Ну, наверное, может, но не очень быстро. Соответственно, пострадал либо он, кажется, что да, даже при учете того, что у них там существует программа внутреннего контра, потребляя все наше китайское и так далее, да? То есть, наверное, это отразится. Другой вопрос, что у них существуют достаточно серьезные золотовалютные резервы, чтобы это как-то балансировать. Я пока из всего этого великолепия наблюдаю за Японией. С Японией нету тарифов, но в Японии достаточно сложная ситуация и с долгом, и со ставкой, и вообще с любыми какими-то манипуляциями и отношениями. И вот это, мне кажется, то есть если кто-то помнит август прошлого года, когда разворачивался carry trade, это был локальный минимум, то что-то такое могло бы повториться и сейчас. А пострадают ли американцы? Ну, наверное, в краткосроке, да, потому что на самом деле нам очень просто это анализировать в части того, что есть одна такая страна, которая в 2022 году была вынуждена заниматься импортозамещением и создавать производство и направлять стимулы, и, соответственно, что делать? Печатать деньги, да, по сути, да, добавлять денежной массы в экономике, стимулировать какие-то сектора определенные. 2, эта страна училась работать с платежными агентами, да, чтобы получать какие-то предыдущие на других условиях или вообще недоступны. То есть то, что здесь, конечно, Америка делает осознанно по отношению к себе надолго, пока не верится. Потому что, либо они действительно сейчас поехали в Москву, чтобы брать уроки того, как с этим нужно работать. И в Европе. То есть я хотела сказать, что есть такой портфель. Станислав, ты, надеюсь, ты не возражаешь, мы со мной это обсудили. Есть портфель, за которым я наблюдаю, он называется портфель Второй мировой войны. Там компании собраны из Германии, Италии, Франции, Японии, одна из США. Что объединяет все эти компании? Они все во время Второй мировой войны что-то делали для войны. И с учетом того, что сейчас в Европе существует это фискальное раздолье, в котором они хотят перевооружить всю Европу, то портфель из этих компаний, я сейчас скажу пару примеров, он с начала года на 24% в плюсе. Но
Это как раз вот то, о чем ты говорил, да, если деньги откуда-то утекли, куда они притекли. Но дело в том, что вот помнишь, когда в институте была вечеринка, ты идешь на вечеринку, там вообще угораешь полную ночь, тусишь, потом утром идешь на пару, после пары еще работаешь, и ничего, да, а сейчас вот уже так вряд ли получится, да, парни? Вот здесь может быть немножко тоже вот этот эффект похмелья. Я обещала, назову пару компаний, я уже называла пару компаний, но назову еще, да, то есть там есть известная, например, компания Rheinmetall, которая немецкая, которая делает амуницию, да, и оружие. Там есть, например, компания Hugo Boss, которая являлась поставщиком униформы для режима нацистского. Это факт. Там есть компания, например, где она вот у меня? Pirelli, которая делала, итальянская, для военных делала шины, да, ну и так далее и тому подобное. Kawasaki, Mitsubishi, кстати, да, добавь, это Kawasaki, Mitsubishi, Hitachi, Nippon Steel. Это все компании, которые так или иначе во Второй мировой войне участвовали. Поэтому мне показалось важно сказать про это тоже. В краткосроке они как будто бы выигрывают. Но в долгосроке, учитывая демографию Европейского Союза, их долговую нагрузку по отношению к ВВП и вообще способности и умению что-то производить, если кто-то пытался ввести бизнес в Европе, он знает, что это такое, да, там любая мелкая бюрократия, она могла бы в долгосроке проиграть, китайскому субсидированию сектора и правильному планированию, и американскому, если они смогут грамотно перенаправить вот эти вот заборы бюрократии убрать и правильно снизить всевозможную нагрузку туда, куда нужно. Владислав, ты согласен? Ну, конечно, то, что сейчас объявили в ЕС, действительно дает хорошую перспективу для, прежде всего, корпораций военно-промышленного комплекса, и очевидно, что они будут расти. Сколько там, на $500 триллиона, $500 миллиона евро, если не ошибаюсь, объем госзаказа, может быть, в течение нескольких лет. Это, безусловно, и буст для конкретно этих компаний, буст в целом для Европы, собственно, поэтому Европа и растет, и это мы видим на фондовом рынке. Вообще, краткосрочно такое ощущение, что лучшее, что могла сделать Европа, это помочь Трампу победить на выборах, вот, и расшевелить Европу. Так вот, если посмотреть в разрезе, что в США падает больше, то среди компаний крупной капитализации это те самые компании роста, да, это то, как Саша сказала, жалкая семерка. Вот. И, на мой взгляд, это, безусловно, некоторая эмоциональная реакция, которая, конечно, связана еще и с высокими мультипликаторами, по которым торгуются и NVIDIA, и Tesla, и Meta, и Amazon. Вот, собственно, и мы видим сейчас коррекцию, прежде всего, вот в компаниях, которые довольно дорого оценены. Вот. Но если посмотреть, во-первых, на команду Трампа, я напомню, там каждый второй выходец из венчурной сферы или из инвестбанка. И что-то мне говорит о том, что, собираясь вечером после работы где-то в баре, вот, навряд ли их друзья говорят, что надо бы капиталистов как-нибудь посильнее ударить, надо бы как-нибудь распределить богатство равномерно, а давайте мы сейчас еще и введем налоги на capital gains, на прирост стоимости акций. Что-то мне говорит о том, что, скорее всего, вот вся экономическая, скажем так, верхушка менеджмента в команде Трампа это прокапиталистические, проэкономические, очень супер образованная элита, которая настроена на рост благосостояния и своих друзей. Вот, поэтому я сильно сомневаюсь, что то, что они делают сейчас с тарифами и скорее всего, будет еще обсуждаться налоговая система США в ближайшее время. Да, это кажется, что несколько негативно влияет на рынок, но мое предположение, что они очень хорошо знают, что они делают, и делают это в долгосрочных интересах и своих, и страны в целом. Поэтому я бы так сказал, что я могу ошибаться, и это не инвестиционная рекомендация, но когда я вижу падение Теслы примерно на 50%, когда я вижу коррекцию у NVIDIA примерно на 30% от локальных максимумов, и коррекцию, например, одной компании, которая когда-то была частью Яндекса и которая сейчас занимается строительством дата-центров в Европе и в США, это компания Nebius, которую возглавляет Аркадий Волош, казахстанский, конечно, предприниматель. Вот.
на мой взгляд, это скорее похоже на, для меня, на buying opportunity, да, то есть на возможность наконец-то войти в акции, которые подешевели весьма существенно, при том, что их долгосрочные перспективы по-прежнему кажутся достаточно привлекательными. Еще раз, это не инвестиционная рекомендация, вот, но мы сейчас, наверное, несколько переупакуем портфель в намного более агрессивный формат. Но мы не будем брать, как говорится, нашего самого крутого дедушку на Диком Западе Уоррена Баффета. Я напомню, он с начала года плюс 11% против S&P минус 6. Круче даже, чем европейцы своими компаниями. Ну, если брать индексные, конечно, не отдельные. Станислав, я с тобой соглашусь в части того, что я увидела и даже где-то поставила покупки по ряду бумаг, но в целом, вот все, кто получал мое письмо в феврале, они знают, что у меня были февральские путы, и они у меня конец февраля, вот сейчас следующие путы у меня 21 марта, и мои приоритеты еще, ну вот в начале года они изменились, и я для себя решила, вот конкретно для себя и для всех, кто со мной работает, да, что бета, которая не падает так сильно, как рынок во время просадок, это альфа. Поэтому я в целом готова по ряду. То есть мы не продаем риск, ну, если это, конечно, не что-то такое, пока нет причин. Но мы готовы переплатить за какие-то пут-опционы, даже если они стекут вне денег, это просто будет некая защита от снижения. Потому что объективно это можно сейчас представить, что вот в эту ракету залили реактивное такое топливо, да, и нажимаем на газ. Соответственно, либо мы быстро полетим, ну, мы, я имею в виду экономика, перезагрузится, будет какой-то beautiful deleveraging, да, производительность, роботы начнут, соответственно, прогонять бездомных и криминальных личностей на улицах штатов, просто как ведущие все еще экономики мира, да. Либо второй момент, двигатель взорвется, такое тоже бывает. И в таком случае вот я готова чуть-чуть больше заплатить за страховку где-то. То есть портфель остается неизменным, пока мы его не пересматриваем, но мы к нему вот с конца прошлого года и в начале этого добавляем вот такие вот страховки. Вот. А когда я увижу какой-то уже... Ну, то есть я, наверное, как и рынок, мы оперируем вероятностями, пока я не вижу вероятности. То есть вот эти вероятности того, что двигатель взорвется и ракета полетит, они пока очень сопоставимы для меня. Плюс есть еще, помните, веселая теория по поводу золота и долга, которую проталкивает мой любимый Золтан, да, что США сейчас так или иначе будет договариваться через продажу долга. И на самом деле эта теория еще любопытна с тем, что стейблкоины, то есть если взять вот список держателей американского долга казначейского, то стейблкоины уже в двадцатке, потому что они репортят. То есть они уже выше, чем... так, ладно, я сейчас не найду, но они уже вот выше, чем ряд стран-держателей долга. И кажется, что прописывание вот этой вот нормативной инфраструктуры для крипты, это связано в том числе и с этим, да, потому что смотрите, как можно было бы красиво отгружать так прицельно долг свой тем, кто не может нормально вести расчеты, да, в частности, да, для чего существует USDT в том числе. Ну, что ж, посмотрим. А самим, соответственно, удержать у себя в том числе золото. Вот, наверное, такой. Ты знаешь, мне кажется, это подтверждает, да, мой тезис по поводу команды Трампа. И мне кажется, это будет для Трампа просто личным оскорблением, если S&P не вырастет в 2025 году. Вот. Мне кажется, если бы, ну, если внимательно послушать Трампа, то мы рано или поздно услышим фразу, что если бы Трамп был президентом во времена потопа, то потопа бы не было. Вот. И я с тобой также согласен по поводу того, что не факт, что это конец или там мы близко к дну, да, с точки зрения коррекции. И мне тоже не кажется супер привлекательным просто покупать сейчас индекс, которые, ну, типа просели с начала года на 6%. Вот. Но отдельные акции я считаю правильным покупать, если их цена достаточно привлекательна для меня. Вот. И опять, покупать отдельные акции – это не рецепт для абсолютного большинства инвесторов. Это рецепт для тех, кто готов тратить время на то, чтобы это изучать, за этим следить и пересматривать свои прогнозы. Вот. Мне кажется, рынок вообще нащупает дно, когда питерские казаки повысят Трампа до атамана, вот, когда Трамп купит у Лукашенко редкоземельные клубни, вот, и когда английский язык переименуют в американский. Вот это вот будет, я думаю, дно американского рынка.
И вот если такие новости выйдут, то нужно будет закупаться. У меня, наверное, все. Если что-то добавить, Саша. То, что покупать нужно, когда, как раньше говорили, да, раньше говорили, что нужно покупать, когда blood on the streets. Вот мой тезис теперь, который мне нравится, что надо покупать, когда blood on the tweets, да. Вот уже начали закрывать позиции, мы с тобой обратили внимание, да, когда созванивались, начали закрывать позиции, все те же криптоны, начали закрывать позиции, страдать публично некоторые хедж-фонды, между прочим. Если у вас портфель красный, то не расстраивайтесь, потому что ведущие умы, инвестиционные, самые крутые, там, физмат-тех, кванты в Америке в минусе по некоторым фондам и даже закрыли ряд стратегий. Так что вы еще даже ничего, если у вас есть маленький депозит. И это хорошо. Вот тогда и будем. Да. Всем отличного дня. Да, главное быть оптимистами и иметь долгосрочные стратегии, вне зависимости от информационного шума, который у нас возникает, хотя следить за ним очень интересно. Всем хорошего дня. Спасибо.